Привет, друзья! В этом видео я постараюсь ответить на вопрос, для чего остановка внутреннего диалога. Мы часто обсуждаем то, как правильно его останавливать, какой от этого эффект и так далее. Но вполне закономерно звучит вопрос, регулярно звучит, для чего это делать? И как его потом восстановить обратно? Я бы разделил ответ на этот вопрос, условно говоря, на два пункта. Первое. Это такой духовно-мистический путь, когда остановка внутреннего диалога является обязательной практикой или обязательным звеном на пути знания. Если вам будет интересно более широко раскрыть эту тему, пишите в комментариях, я отвечу на этот вопрос. И второй пункт это терапевтический. Вот здесь я более подробно остановлюсь. Есть на возрастных этапах любого человека такой период, он приблизительно в 30 лет в пиковом таком состоянии. Это поиск, внутренний поиск себя. Экзистенциальный кризис иногда называют, экзистенциальный вакуум, переосмысление смысла жизненных конструкций, как Франкл бы это, может быть, назвал бы. То есть приблизительно в возрасте 30 лет человек начинает остро задумываться над тем, кто он, чем ему надо заниматься в жизни, в чем вообще смысл жизни. И все это параллельно происходит с таким лютым поиском себя и отказом от чего-то старого, от старых смысла жизненных конструкций. На деле это выглядит так. Человек переживает то, что он не знает, чем заниматься. И он не может ни с кем этим поделиться. И проблема в том, что мысли в его голове, они начинают как снежный ком накапливаться. Надо то, надо это, надо успеть что-то сделать, еще что-то. Потом вдруг он понимает, что он не хочет этого делать. И там не столько проблема вот того, что он не может найти себя, сколько проблема того, что мысли роятся в его голове и создают постоянное напряжение, всякие биполярные расстройства и прочее, расстройства личности, масса всяких диагнозов возникает, когда человек находится в поиске себя. И проблема в том, что тревоги все это предмет беспорядочного и бесконтрольного проистечения мыслей в его голове. Он думает, и мысли в принципе у всех практически одинаковые, разница только в форме куч. И если в этом состоянии у человека остановится внутренний диалог посредством направленной практики, то он имеет возможность увидеть со стороны то, что происходит в его голове. Как бы отделиться от этих мыслей, посмотреть на них со стороны, произвести инвентаризацию этих мыслей, пробудиться. И многие люди, с кем я общался на эту тему, они называют это пробуждение наблюдателя. То есть с этого момента человек начинает наблюдать за тем, что происходит в его голове. Он перестает быть жертвой тех мыслей, которые проистекают в его голове. Раньше, до этого момента, он себя ассоциирует всецело с тем, что он думает. Но теперь он имеет возможность смотреть на это со стороны. Он может понимать то, что он чувствует. Он управляет своим вниманием с этого момента. Он может его направлять на свои чувства, на какие-то ощущения, на то, что происходит в его голове. Но не быть своими мыслями всецело. Здесь зарождается ответственность человека перед самим собой. До этого он несет ответственность перед социумом, институтом семьи, друзьями, родителями, кем угодно. С этого момента он начинает уметь смотреть на свои мысли со стороны и нести ответственность перед собой. Если до этого он мог мнить себя источником, точнее следствием того, мнить себя следствием обстоятельств своего взросления, то с этого момента он начинает себя видеть как источник того, что с ним происходит. В этом фокус ответственности перед собой за свою собственную жизнь, и в этом фокус наблюдения своих мыслей. При качественной остановке внутреннего диалога человек имеет возможность взглянуть со стороны на то, что происходит в его голове.
перестать быть жертвой этого, понять, что причина всех его бед – это только его мысли, и обнаружить, может быть, что вообще у него проблем нету. Есть только мысли о том, что у него есть проблемы. Ну и в конце концов, как запустить внутренний диалог обратно? Он сам запустится. У всех, с кем я общался на эту тему, внутренний диалог работает исправно.